Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, сегодня мы в этом видео уделим внимание сегодняшней пятнице, 26 ноября. Дадим очень важные советы, рекомендации на этот день, а также проведем практики, которые мы вам рекомендуем провести именно сегодня в пятницу на привлечение достатка, благополучия и изобилия в этот день. Обязательно просмотрите от начала до конца это видео, будет много полезной и важной информации. Итак, друзья, сегодня у нас с вами пятница, 26 ноября, и мы рекомендуем всем сбавить немножко обороты, заняться планированием, текущими делами и расслаблением, и потихонечку готовиться к выходным. Учитывая, что этот день приводит все силы к балансу, мы сегодня с вами планируем дела, где наша позиция слабее, и таким образом мы легко можем выровнять все в свою пользу. Постарайтесь в этот день воздержаться от любых судебных дел и раздела имущества. Сегодняшний день, вот именно энергия этого дня благоприятна для легких встреч, для завершения текущих дел, для какого-то детального планирования и хорошего отдыха. Но, пожалуйста, сегодня будьте бдительны, поскольку вероятны потеря денег и документов, а также возможны препятствия и неприятности во время пути, то есть во время командировки, во время какого-либо движения даже в общественном транспорте. Также сегодня воздержитесь от крупных инвестиций. Сегодня удачные часы, которые нейтрализуют плохие влияния дня, и в это время благоприятно обращаться за помощью будет с 13 часов 15 минут до 15 часов 10 минут. Сегодняшний день не подходит для активности, рожденным в год обезьяны. По лунному календарю сегодня у нас с вами день знаний и мудрости. И этот день порадует нас достаточно, как мы уже говорили, приятной энергетикой и интересными моментами. И именно сегодня заложите мысли, которые помогут вам обрести новое что-либо в своей жизни. Поэтому слова на этот день будут следующие. Я обретаю внутреннее спокойствие и гармонию. Сегодня я открываюсь для получения знаний и мудрости. Сегодняшний день необычайно спокойный, тихий, размеренный. Знаете, это время для мудрецов и философов. В этот день лучше всего, если вы займетесь своим образованием, саморазвитием, будете читать книги, возможно, будете искать какую-либо информацию, а также повышать квалификацию. Сейчас достаточно будет хорошо, если вы решитесь на изучение иностранных языков, потому что именно в этот день легко тренировать свой ум и память. В этот день у многих людей появится особое вдохновение, поэтому сегодня будет благоприятно заниматься творчеством. Могут также появиться вспышки внезапного озарения, и вашу голову могут посетить какие-то новые идеи. Сегодняшний день предназначен для передачи мудрости, опыта, знаний, для того, чтобы люди обменивались информацией и генерировали новые интересные идеи. Сегодня прекрасно удается и общение, и переговоры, поэтому легко, кто занимается бухгалтерией, текстами, документами, у тех легко будут в этот день все ладиться и проходить достаточно быстро и хорошо. Поэтому мы рекомендуем посвятить этот день повседневным делам и не начинать никаких новых проектов. Сегодня могут прийти вдохновение, какие-то свежие идеи, приходят сразу их записывайте. Также сегодня хороший день для науки и творчества. Это прекрасное время и для торговли. Есть возможность и желание заниматься благотворительностью, самое то для этого время. Также сегодня, друзья, 26 ноября, невероятно важный день, на который стоит также обратить внимание. Почему? Дело в том, что именно 26 ноября этот день находится посередине между двумя затмениями. И в эти моменты нам необходимо с вами мечтать так, как вы еще никогда не мечтали. То есть нужно представлять себе 26 ноября, как будто ваша мечта стала вот самой реальной. Например, если вы мечтаете, например, о
том, чтобы обновить, ну, например, тот же телефон. Хотите его обновить, то мечтайте о самом крутом, о самом дорогом. Ну, например, об айфоне, там, сейчас какой у нас с вами айфон вышел, 13, да? Об айфоне 13 последней модели, к примеру. Или вы снимаете, например, квартиру, или живете в коммунальной квартире. Мечтайте тогда о покупке своей квартиры. И представляете, постарайтесь вот максимально представлять это все в таких вот деталях. Что это за квартира, в каком районе, сколько комнат, какие окна будут, как будет падать свет. Также представляйте себе, какая у вас будет кухня, то есть много вот таких моментов себе именно в этот день представляете. В идеале, если вы 26 ноября сядете и пропишите свои мечты именно на листке бумаги, но помните, что это должно быть все в настоящем времени, как будто вы уже имеете. И потом просто наблюдайте за финансовыми возможностями, за знаками, за людьми, которые Вселенная будет вам посылать, потому что именно эти возможности будут ключиками к достижению этих великих целей. И для того, чтобы сегодня усилить эти намерения и мечты, обязательно в конце своего дня проведите уже дома после 7 вечера следующую практику. Эта практика направлена на то, чтобы у вас во всех делах была удача, была прибыль, чтобы с работы у вас все получалось, чтобы деньги лились рекой, и люди к вам хорошо относились, вам помогали и подсказывали. Итак, берем стакан воды, можете взять меньше, и читаем на эту водичку 3 раза следующие слова. «Святая вода, водица, подари мне». Называйте ваше имя, удачу, везение и счастье. Пусть дом будет полной чашей, деньги текут рекой, а деньги прибавляются. Извините, прибыль прибавляется, деньги приумножаются. По слову моему, пусть все сбудется. Да будет так. Кто не успел записать, друзья, в описании к этому видео будет слова. И, друзья, мы говорим 3 раза, и после этого этой водичкой окропляем обязательно себя и дом. Желательно, когда вы будете себя окроплять, чтобы вы уже приняли душ или ванную, то есть уже вечером нельзя будет это смывать. Ну и, конечно же, сегодня, 26 ноября, у нас с вами народный праздник, День Иоанна Златоуста, поэтому ни в коем случае нельзя сегодня ругаться. Также в этот день на Руси было принято лепить пельмени, и наши предки верили, что чем больше сделаете пельмени, скушаете их, тем счастливее будет жизнь. Поэтому хозяйки в этот день старались сделать и мясные пельмени, рыбные, с грибами. И, конечно же, было бы здорово, если сегодня вечером, 26 ноября, участвовали в лепке, в изготовлении пельменей вся семья. Для того, что таким образом вы действительно привлечете больше энергию изобилия и достатка. Ну, а готовый продукт можно заморозить и использовать и в другие дни. То есть не обязательно все в один день скушать. Также сегодня пересмотрите свой гардероб. Выберите вещи, которые вам не нужны, которые вы готовы раздать нуждающимся. Также сегодня есть один такой вот специальный запрет. Многие сейчас женщины, наверное, будут бросать нас помидоры, но это, наверное, их право. В этот день нельзя использовать косметику. А если никак вам без этого не обойтись, то нужно нанести ее самый минимум. Также по народным поверьям сегодня нельзя подстригаться, иначе можно отстричь свое счастье. Также в этот день, 26 ноября, пожалуйста, не предавайтесь дурным мыслям, старайтесь не сплетничать и не злословить. Это ни к чему хорошему не приведет. Также не следует сегодня иметь дело с крупными суммами денег. Не принимайте какие-то важные сегодня решения и не подписывайте документы.
Сегодня, в этот день, наши предки молились Иоанну Златоусту о справедливом суде над обманщиками и взяточниками, а также о здравии и развитии подрастающего поколения. И, кстати, наши предки верили, что именно 26 ноября это один из самых благоприятных дней для лечения деток с нарушением речи. Поэтому в этот день возили по знахарям и целителям. Напоминаем вам, что ругаться, сквернословить сегодня нельзя. Это очень важно. Также напоминаем вам всем, что сегодня пятница, и обязательно в пятницу поменяйте или обновите соль. Напоминаем всем, что каждую пятницу обязательно необходимо обновлять в солонке соль и досыпать ее доверху, чтобы избежать безденежья. Когда вы будете насыпать в солонку соль, даже если вы буквально щепоточку насыпите, обязательно говорите следующие слова: соль добавляю, достаток и прибыль в дом прибавляю. Так пусть наполняются мои карманы деньгами да золотом, да будет так. И вот такая простая практика с солью по пятницам поможет привлечь в ваш дом деньги и привлечь удачу. Друзья, у нас такой вот интересный, заманчивый день, поэтому обязательно проведите те практики, о которых мы говорили в этом видео. Ну и, конечно же, друзья, готовимся к выходным.